Салазар, а зря ты с нами не пошел. Снежок выпал, ну просто загляденье. И снежки из него лепятся отменные. Мой дом победил команду Хоксмита вообще без магии. Надо же. А я, между прочим, обнаружил накладку в расписании на март. У второго курса зельеварение и артефакторика стояли одновременно. Да брось, сейчас же каникулы. У нас еще будет время заняться делами. А пока можно и отдохнуть. Мы с моими студентами, например, выстроили башню из снега. С рабочими лестницами и окнами. Ой, правда, башню из снега. Как здорово. Ну, теперь можно быть спокойным. Если нападут темные магии, дом Рейвенкло просто спрячется в башне из снега. А Гриффиндор забросает врагов снежками. Все, победа. Я, наверное, пойду в башню Рейвенкло. Проверю, не простудился ли кто из первокурсников. Да что с тобой, Салазар? Просто кое-кто еще не проникся духом зимних праздников. Все эти ваши зимние праздники – это самообман. Маглы придумали их просто, чтобы не помереть со скуки в период зимних морозов. Но вы, уважаемые образованные маги, и Годрик, я думал, вы не нуждаетесь в придуманных иллюзиях, чтобы наполнить свою жизнь смыслом. Кажется, какая-то змейка злится, что ей не дали впасть в зимнюю спячку. Вот у меня дома мы закатывали такие праздники, что даже самые злые ворчуны весело отплясывали вокруг праздничного полена. Полено? Да, но вы же помните, что я родом из Ворикшира, где живут наследники викингов. У нас в середине зимы празднуют Йоль. Веселый праздник с пирами, танцами и кострами до небес. И главный элемент этого праздника – Йольское полено, которое надо украсить и поджечь. А я думал, что из этого полена вырезают деревянных големов с длинными носами. Потому что очень сильно похоже на обычаи страны дураков. А у нас в Корнуле зимой празднуют Имболк, призыв скорейшего наступления весны. Друиды выращивают вечно зеленые растения, дома украшают астролистом и омелой. Все только что было холодным и белым, а тут неожиданно теплое и зеленое. А вот в Хогвартсе вся зелень какая-то слишком уж холодная. Да скажите же прямо, что вы просто ищете повод выпить. Неправда, мне чтобы выпить повод не нужен. Но мы все равно в школе не устраиваем зимних праздников. Кстати, почему? Да все по той же причине. Все студенты из разных частей Британии, а некоторые вовсе с материка. У всех разные представления о праздниках, разные обряды, традиции, все эти глупые верования. Нет никакой возможности решить, какой именно праздник праздновать в Хогвартсе. Так может настало время решить этот вопрос? Лучше не стоит. Ни к чему кроме ссор это не приведет. Вот именно! Именно этим и заканчиваются все попытки заставить людей веселиться. А зимние праздники – это не что иное, как попытка заставить людей чувствовать радость безо всякого повода. Кидаться снегом было весело. Надо же. Тебе все же удалось украсть у всех праздничный настрой. Ровена! Неужели ты тоже собираешься отмечать глупые деревенские праздники? Я, конечно, не верю в то, что украшенное астролистом полено ускорит приход весны. Без соответствующих заклинаний, разумеется. Но по римскому календарю наступает отсчет Нового года. Не вижу, почему бы не отметить такое редкое астрономическое событие. А как ты думаешь его отмечать? Да я уж не знаю. Но планировалось дождаться полуночи. За 5 минут до полуночи я бы сказала небольшую речь. Так, итоги уходящего года, результаты Кубка домов. Потом торжественно открыли бы вино и желали бы друг другу успехов в новом году, запуская разноцветные фейерверки. А почему только смену года праздновать? Можно смену месяца или дня. Ровно в полночь выпивать винца и желать друг другу, чтобы новый день был лучше старого. А лучше-то каждый час делать. Салазар, ты ядовитый змей, брюзга и ворчун. Но сегодня ты просто превосходишь сам себя. У тебя что-то случилось? Нет, ничего. Просто
Я понимаю праздновать какое-то событие. Новое открытие или победу над врагом. Но праздновать просто наступление определенного дня... Логичная твоя башка. Оставь логику дому Рейвенкло. Дело ведь не в определенном дне. Важно то, что праздники помогают собрать близких людей вместе. Годрик прав. А знаете что? Я устрою в Хогвартсе настоящий зимний праздник. Отличная идея! Жаль, до февраля еще далеко, а то бы я показал, как весело мы отмечаем имболк. Есть гипотеза, что римские астрономы не совсем точно вычислили периодичность Нового года. И я все равно собиралась обновить эти данные при случае. Но я думаю, что глупо было бы устраивать 3 праздника сразу. И раз Хельга предложила первое, мы просто поможем ей. Согласны? Конечно. Вы так ничего и не поняли. Желание придать зиме веселья приводит только к еще большему унынию. А вот давай завтра тогда и посмотрим. Ну что же, посмотрим. Ну что же, кажется, пора уже и начинать. Да как вы могли? Вы обещали мне помочь. А вместо этого организуйте праздники одновременно с моим. Но мы и правда хотели помочь тебе. Но ты же сама решила, что обойдешься без нас. И оказалась права. Вы бы все испортили. Вот в этом вся хаотичность ваших домов. Праздники Рейвенкло, как и магия Рейвенкло, точны и придерживаются порядка. Не всякая магия требует точности. Как раз большая часть заклинаний требует чувствовать, как течет колдовство, а не отмерять его ложками. Я соглашусь, точность боя важна, но еще ни один бой не проходил именно по плану. Приходится импровизировать и действовать по обстоятельствам. Вот все-таки прав был Салазар, с вами невозможно что-то планировать. Салазар? Да, вчера он обратил мое внимание кое на что. Эти римские астрономы напоминают мне Хельгу с Годриком. Это чем? Неточностью. Представь, если бы они составляли карты созвездий. Усидчивость, может, и не главный признак, но все мы разные. Ага. Как траектории фейерверков, если их доверить Годрику. С чего ты решил об этом поговорить вдруг? Я вдруг подумал, как бы праздники Хельги и Годрика не стали общепопулярными. Там же до полного хаоса дойти можно. Натащил меч? Празднуем. Каша получилась без комочков? Празднуем. Подорожник у дороги вырос? Накрывай на стол, наливай бокалы. Мне кажется, ты преувеличиваешь их жажду праздников. Но ты прав. Система должна быть строгой. Нужно будет провести дополнительные исследования в астрономической башне, чтобы точно рассчитать длительность года. Еще раз перепроверить пусковые установки для салюта и... Да, в общем, куча работы. Вот-вот. Не время веселиться, время трудиться. Ах, вот, значит, как. Кажется, я начинаю понимать. Мне Салазар тоже кое-что рассказывал. Как вкусно пахнет. Вот что значит настоящая кухня с печью. А представляешь, что могли придумать в своих рощах бородатые друиды? Вроде как целоваться под омелой? Вроде того, да. Или готовить обед из одной брюквы. Как из одной брюквы? Ну это же блюд 5-7, но никак не больше. Да, бедненько. Ну ты же знаешь этих друидов. У них сплошной аскетизм. Никаких украшений, никаких угощений. Отказывать организму во всем вкусном, приятном и веселом.
Только единение с духами, медитации, из развлечений разве что жертвоприношения. Кошмар. Совсем не умеет веселиться. Да, мне весело будет, если Годрик все устроит по своему вкусу. Но мы же решили, что он просто поможет мне с Йолем. Да, но помнишь, мы договаривались, что спортивные игры у 4 домов тоже будут у каждого свои. Гриффиндорцы стали играть в Квиддич, и вуаля, в него играет весь Хогвартс. Так может произойти и с зимним праздником. Но если Хаффлпаф покажет все плюсы своего способа празднования, может быть, именно празднование Йоля станет основным? Знаешь, пойду-ка я поищу подходящее полено. Вот уж действительно, это все объясняет. Что это с Хельгой? Она неожиданно отказалась от помощи в организации праздника. О, она немного расстроена. Кто-то сказал ей, что празднование имболка у друидов это очень скучно, и там нечего есть. Но это даже неправда. Болк празднуется песнями, плясками, танцами, разнообразными закусками из дичи и овощей. Ну, наверное, тот, кто ей это сказал, совсем не разбирался в вопросе. Но на твоем месте я бы постарался ее переубедить. Ты же знаешь, как я люблю справедливость и чтобы никто не был введен в заблуждение. Спасибо тебе, друг. Подскажешь, как это сделать? Ты ведь знаменитый дипломат, и язык у тебя подвешенный, хоть и раздвоенный. Все просто. Нужно просто всем показать, что обычаи друидов Корнуэлла самые верные. Показать праздник во всей красе. Но, честно говоря, для имболка еще достаточно рановато. Неважно. Главное демонстрация. Так сказать, репетиция праздника. А, я понял. Это как тогда. Я видел в лесу. Вы гуляли с Равеной, и ты еще целовал ей руки на коленях. Это вы что-то репетировали? Да, точно, репетировали. Гомера, Илиаду, сцену на Олимпе. А как это мы тебя не заметили? Ну, я решил не мешать высокому искусству. Я умею тихонько ходить. Буду знать. Ладно, так или иначе, тебе нужно заняться подготовкой к празднику. Змея подколодная. Репетировал он. Друзья, мы все совершили ошибку, но сейчас не время для раскаяния. 3 наших дома готовы начать 3 праздника одновременно. И при этом они одержимы жаром соревнования. Желание утереть сопернику нос приведет к ужасным последствиям. Салзар в любой момент может дать сигнал к началу. Стоп. Не нужно паниковать. Салзар может приказывать только своему дому. Староста наши слушать его не станут. Это верно. А давайте найдем эту змею зеленую и поговорим с ним по душам. Но только поскорее, а то там студенты мерзнут. Профессор Слизерин? Елена, входи. Мы наедине, так что можно неофициально. Я нигде не могу найти маму и прочих деканов. У нас уже все готово к началу праздников, а они куда-то пропали. Эти не пропадут. Скажи, Елена, какой из зимних праздников нравится лично тебе? Да, честно говоря, все они одинаковые. Собирается семья, друзья, все веселятся. Моя семья собраться не может, как известно. Так что схема праздника нарушена с самого начала. Ты хотела бы, чтобы твой отец присоединился? Думаю, да. Я не знаю, что он был за человек, но с ним всяко было бы лучше. Да и мама была бы рада. Ну, не скажи. Всякое бывает. Всякое. Мой отец был мусульманин, а мать испанка, убежденная христианка.
И каждую зиму у нас в доме разгоралась попытка отметить Рождество. Они жутко ссорились на эту тему. Каждый декабрь превращался в священную войну, в крестовый поход и джихад одновременно. Удивительно, ведь в течение всего остального года они души в друг друге не чаяли. Но зимой я иногда ловил себя на мысли, что не хотел бы иметь отца. Понятно. Я не праздную Рождество, значит, никто не празднует Рождество. Вот если бы кто-то тогда устроил бы для меня праздник, пока родители ссорятся. Хоть раз. Хоть узнать, какое оно это Рождество. А знаешь что? Пойдем со мной, поможешь мне кое-что сделать. Ну что ж, стоит признать, если Салзар не хочет, чтобы его нашли, то его и не найти. Не хочу вас сбивать, но посмотрите, кто-то все-таки уже запустил празднование. Салазар! Как он сумел? Или он так хорош в убеждении, что даже мой староста ему поверил? Ну вот, теперь придется разбирать кучу ссор. Не сказала бы. Все три праздника идут одновременно и вместо соревнования дополняют друг друга. Все веселятся вместе. А потому что старосты всех домов по-прежнему... Слушаются старосту школы. Что все это значит? Когда старшие ссорятся, дети остаются без праздника. А праздник должен быть. И тогда взрослые тоже помирятся. Вы организовали замечательный праздник. Один, общий. И весь Хогвартс радуется. У меня было меньше времени на подготовку, но я тоже приготовил вам небольшие рождественские подарки. Они ждут вас над камином в носках. Так вот куда они делись. Ну а вам, дорогие зрители, Желаем весело провести зимние праздники. Какие бы из них вы не отмечали. И пусть в новом году Исполнятся все ваши желания. а магию для исполнения желаний предоставим мы.